В любом СМИ есть реклама, которая многих раздражает. Часто читатели и зрители принимают рекламные материалы за работу редакции, а иногда и наоборот. Хорошо, когда сразу ясно, что контент оплачен спонсором. Например, рекламный блок на телевидении или радио сложно с чем-то спутать. В других случаях разница между редакционными и рекламными материалами не так очевидна. Чтобы научиться отличать одно от другого, нужно понять, как работают оба вида контента. Начнем с редакционного. Случается и так, что информационные поводы создают коммерческие компании. Одна компания устроила праздник в центре города, а в другой работает единственный компетентный эксперт в вопросе, который хотят осветить журналисты. В таких материалах будут упоминания брендов и, возможно, описание услуг. Но являются ли такие материалы рекламными? Нет. И вот почему. Журналисты делают материалы, чтобы осветить важную проблему или развлечь аудиторию. Темы материалов жестко привязаны к информационным поводам. Часто представители коммерческой компании дают журналистам значимую информацию по общественно важному вопросу. Представьте, что власти запретили работу служб такси в вашем городе. Можно ли тут обойтись без экспертного мнения владельца частного таксопарка? Нет, только он знает ситуацию изнутри. В таких случаях упоминание коммерческих компаний не будет рекламой. Их комментарий и упоминания – неотъемлемая часть информационного материала. Перейдем к рекламе. Как она выглядит и зачем вообще нужна в СМИ? Каждый сайт, газета или телеканал – это бизнес. А реклама – основной метод заработка для всех медиа. С момента запуска медиа постоянно набирают аудиторию. Крупнейшие российские интернет-СМИ ежедневно читают около 1 миллиона человек. Это бесконечный процесс. Стратегическая задача любой газеты – увеличить тираж. Любой сайт работает на наращивание аудитории. Чем больше людей читают и смотрят ресурс, тем больше денег эта СМИ получит от рекламодателей. Медиа как бы перепродают коммерческим компаниям собранных на одной площадке людей. Как выглядит реклама в СМИ? С телевидением и радио все ясно. Видео и аудиоролики регулярно прерывают программы. Все немного сложнее с газетами и сайтами. В интернете можно встретить несколько видов рекламы: баннеры, контекстная реклама, видеореклама и рекламные тексты. В газете обычно есть рекламные модули, целые полосы, занятые разноцветными объявлениями. Есть и те же рекламные тексты. В чем сложность? Нужно уметь отличать рекламу от редакционных материалов. Также неплохо разделять рекламу, сделанную брендом, и рекламу, созданную редакцией. Еще стоит учесть рекламные модули, в формировании которых участвуете вы сами. Это проще, чем кажется. Реклама, оплаченная коммерческими компаниями, это баннеры и видеоролики на сайтах. В формировании блоков контекстной рекламы участвуете вы сами. Система анализирует ваши запросы в поисковиках и показывает рекламные объявления на смежные темы. Реклама, сделанная редакцией, это, как правило, тексты. Есть тексты с прямой рекламой, а есть тексты с нативной рекламой. Важно понимать, в чем разница. Текст с прямой рекламой посвящен исключительно товару или услуге компании-рекламодателя. Текст с нативной рекламой выглядит точно как обычный редакционный материал, но в нем присутствует бренд. В данном случае задача редакции — сделать по-настоящему интересный редакционный материал на актуальную тему. А задача бренда — гармонично интегрироваться в публикацию и не испортить ее агрессивной рекламной риторикой. Итак, на что стоит обратить внимание, когда вы читаете материал в интернет-СМИ или в газете? Не стоят ли бирки, которые ясно дают понять, что текст рекламный? Возможно, материал посвящен одному бренду. Также в публикации могут быть графические элементы фирменного стиля коммерческой компании, логотип, цвета и даже слоган.